Лаборатория была заполнена легким запахом пыли и старой бумаги, как всегда, когда в отдел Войтовича поступали древние манускрипты. В середине огромного стола, заваленного книгами, древними картами и фрагментами текстов, лежал тот самый манускрипт, единственный, кому удалось сохранить свой секрет на протяжении тысячелетий. Манускрипт обнаружили случайно среди свитков древних индийских текстов, с трудом сохраненных в условиях высокой влажности Шри-Ланки. Кто-то из коллекционеров купил его как очередную реликвию, не осознавая значения древних символов. Тонкая, обветшалая бумага едва держалась в целости. Ее края были изъедены временем, а местами едва различимы древние значки. Войтович и его отдел, специализирующийся на аномалиях и исследовании артефактов, подозревали, что это не просто коллекционная вещь, а, возможно, ключ к таинственной технологии или знанию. «Войтович, взгляни!» Голос Саммерса отвлек его от мыслей. Он стоял над манускриптом, указав на определенную строку. Тут что-то о даре звездных странников. Войтович приблизился и всмотрелся в строки, медленно разбирая каждое слово. Символы были причудливыми, разветвленными, словно их нарисовали одержимые странными воспоминаниями. Местами текст был намеренно скрыт, но самые загадочные места, казалось, были написаны особенно четко. «Звездные странники», — повторил Войтович, разглядывая манускрипт с удивлением. «Что за странники могли быть здесь, на Земле, 1000 лет назад?» Манускрипт намекал на дар, оставленный древними пришельцами, тем, кто научится понимать. Речь шла о храме на Шри-Ланке, который местные жители считали священным, закрытым для посетителей и скрытым в горах, почти поглощенным джунглями. Кое-где в манускрипте проскальзывали символы, обозначающие звезды, и древние метафоры, говорящие о памяти цивилизации. Местные легенды утверждали, что этот храм был создан для общения с богами. Однако Войтович понимал, что речь шла, скорее всего, об инопланетянах, которые оставили на Земле часть своей культуры. Саммерс, чувствуя интуитивную дрожь, едва удержался от улыбки. Он обожал подобные моменты, когда мозаика загадок складывалась в нечто большее, чем просто набор слов. Здесь пахло древней тайной, и он не сомневался. Их ждет нечто великое. По его мнению, именно такие артефакты хранили в себе истину, способную пролить свет на происхождение человечества и древние цивилизации, которых, возможно, больше нет. Я отправлю запрос на разрешение экспедиции. Если этот храм не просто миф, он мог что-то сохранить, сказал Войтович, взглянув на Саммерса. Мы должны найти этот дар. Прибытие на Шри-Ланку. Через 2 недели экспедиция была собрана. Войтович и Саммерс вместе с группой специалистов и местных проводников добрались до Шри-Ланки. Джунгли на подходе к храму окутывал густой туман, и путь пролегал через горные тропы, покрытые зарослями. В каждом шаге была скрыта опасность. Под ногами могли находиться неизвестные растения, змеи или ловушки, спрятанные природой. Когда группа приблизилась к цели, местные проводники остановились. Один из них, пожилой мужчина по имени Арджуна, прислонился к дереву, смутно глядя в сторону храма, скрытого между обрушенными колоннами и зелеными лианами. Многие считают, что храм заколдован. Говорят, что в полнолуние там иногда видно свет, как от далекой звезды. Местные избегают его, говорят, это место для тех, кто пришел из других миров. С тревогой в голосе проговорил он. Войтович выслушал его, лишь еще больше укрепившись в своих намерениях. Если храм и правда был местом контакта с древними существами, он обязан изучить его. Группа продолжила путь к величественным каменным воротам, покрытым мхом и древними символами. Сами стены были сложены из камней, таких старых, что на них уже проступали ряды фресок с необычными, удлиненными существами. Их лица гладкие, без черт, их руки и ноги слишком длинные, чтобы быть человеческими. Но их позы были спокойными, почти умиротворяющими, как если бы они знали какую-то тайну, недоступную смертным. Войтович, замерев, прикоснулся к холодной каменной стене и почувствовал легкую дрожь, словно что-то передавалось через камень. Мягкий свет струился сквозь трещины в сводах, и внутри зала открылась полутемная комната, на которой была установлена небольшая черная сфера, отполированная до зеркального блеска. Ее поверхность отливала холодным, чуть заметным светом, который будто шевелился как живой. Вот он, артефакт.
— тихо произнес Войтович, и это было похоже на молитву. Его пальцы скользнули по идеально гладкой поверхности, как будто это был кусок чужой звездной ночи. Когда один из молодых членов группы, поддавшись внезапному порыву, прикоснулся к артефакту, темная сфера мгновенно вспыхнула, проецируя яркий свет в темноту зала. Войтович и Саммерс, заслоняя глаза, невольно отступили, но продолжали наблюдать за устройством. Из сферы вырвался проекционный поток. Перед ними появилась объемная картина неземного мира. Они видели огромные башни, которые возвышались над бескрайними просторами. У основания башен виднелись металлические деревья, будто состоящие из сотен переплетенных серебряных нитей. Свет, излучаемый от странных небесных тел, заполнял весь воздух, играя на поверхностях загадочных построек, и был невероятно реалистичен, так, будто они действительно стояли на поверхности этого чужого мира. «Ты это видишь?» — шепотом произнес Саммерс, потрясенный деталями картины. «Это не может быть просто иллюзией». Исследователи ощущали запах воздуха. Чуть холодный, свежий, с металлическим привкусом. Это был настоящий мир. Со слепительным светом, живыми ветрами и пронизывающим ощущением чужого присутствия. Казалось, существа, жившие там, могли в любой момент выйти навстречу. Все в зале замерли, чувствуя, что это было не просто изображение. Это была память, передаваемая в полном объеме ощущений. «Этот мир, он живой, он был живым», — сказал Войтович, с трудом сдерживая эмоции. «Эта цивилизация хотела, чтобы мы почувствовали их жизнь. Устройство хранит их воспоминания». Артефакт передавал не только визуальные образы, но и саму суть чувств, заключенных в нем. Войтович понял, древние оставили его как капсулу времени, последний остаток цивилизации, которая, возможно, была разрушена или вынуждена покинуть родной мир. В этот момент Войтович почувствовал, что прикоснулся к величию и трагедии одновременно. Мы должны тщательно изучить его. Этот артефакт может дать нам доступ к знаниям, которые пережили время и пространство, сказал Войтович, глядя на Саммерса. Тот кивнул, все еще потрясенный тем, что они видели. В голове роились вопросы. Почему эта цивилизация оставила артефакт именно на Земле? Зачем было хранить свои воспоминания в таком сложном устройстве, которое на первый взгляд не несло никакой полезной информации? И действительно ли их контакт с человечеством был продуман заранее? Ответы предстояло найти в ближайшие дни. Войтович знал, что исследования этого устройства приведут их к истине, которая изменит их представление о прошлом и будущем. Лаборатория отдела Войтовича встретила его приглушенным светом и тихим жужжанием оборудования. Артефакт, доставленный из храма на Шри-Ланке, покоился в изолированной лабораторной камере. Гладкий, темный сферический объект, неподвижный и непроницаемый. Исследователи уже не раз пробовали активировать его, но результаты каждый раз были неожиданными и непростыми для интерпретации. Первый запуск в храме дал мощную проекцию чужого мира, но никто из группы толком не понял, как это произошло. С тех пор артефакт не реагировал на прикосновение и оставался будто бы потухшим, холодным. Войтович знал, что у них есть только один шанс понять тайну артефакта, глубже изучить его внутренние механизмы, структуру и, возможно, реакцию на разные внешние стимулы. Саммерс, как и другие члены команды, чувствовал, что перед ними нечто большее, чем просто запись или устройство, и их задача – раскрыть этот внеземной шифр. Войтович был уверен, что артефакт можно изучить, не подвергая себе опасности. Однако ощущение величественного страха не покидало ни его коллег. Они знали, что будут сталкиваться с неизвестным, с тем, что, возможно, не вписывается в их понимание мира. Но отказаться было невозможно. Саммерс включил защитное оборудование и, кивнув команде, ввел команду запуска. Оборудование начало тихо гудеть, и светильники над лабораторной камерой загорелись ярче, концентрируя поток света на гладкой темной поверхности артефакта. Это была часть плана, разработанного Войтовичем. Световые и звуковые импульсы высокой частоты могли активировать устройство, и они надеялись, что артефакт среагирует. Наконец, из артефакта донесся еле слышный гул. Войтович сдержал дыхание, увидев, как его поверхность начала мерцать, едва заметно переливаясь синевато-зелеными оттенками. Внезапно гладкая поверхность сферы будто треснула, из нее вырвался поток яркого света, заполнивший лабораторию. Все присутствующие замерли, когда над сферой появилась объемная проекция.
Сначала перед ними возникла неясная расплывчатая форма, как будто поток образов проецировался сквозь временную завесу, медленно преодолевая невидимые барьеры. Постепенно проекция становилась четче, очертания и линии сливались, пока перед ними не возникло поразительное зрелище. Огромные равнины, покрытые плотной сетью зеркальных плит, которые переливались, будто были созданы из жидкого металла. Небо казалось бесконечно глубоким, словно сама пустота наблюдала за всем происходящим. «Боже мой!» – прошептал один из исследователей, не отрывая глаз от изображения. На равнинах возвышались гигантские конструкции, похожие на кристаллы, каждый из которых был размером с многоэтажное здание. Кристаллы были прозрачными, и внутри них что-то мерцало, будто в их структуре скрывались огоньки разумной жизни. В центре пространства виднелся огромный купол, под которым, казалось, происходила какая-то активность, но наблюдать ее можно было лишь смутно, как через толстую завесу тумана. Войтович заметил, как внезапно изменилось лицо Саммерса. Тот был захвачен видением. Ему казалось, что он не просто видит картину, но и чувствует ее, словно становясь ее частью. Он чувствовал дыхание этого мира, его непривычную тяжесть, запах холодного воздуха, наполненного металлическим привкусом. Ощущения были слишком реальными, чтобы оставаться лишь иллюзией. «Саммерс, ты в порядке?» – тихо спросил Войтович. Но Саммерс даже не обернулся. Он находился в плену чувств и образов. Войтович, следя за проекцией, сам почувствовал, как она охватывает его. Не сразу, но постепенно, как вода, заливающая трещину в земле. Этот мир, казалось, существовал где-то за пределами времени. В нем был другой ритм жизни, другая природа, которая оставалась за гранью человеческого восприятия. Внезапно проекция изменилась. Теперь исследователи видели далекие существа, похожие на светящихся призраков. Они были высокими, стройными, их форма казалась подвижной, словно они состояли из прозрачного газа, сконцентрированного в плотные, четкие контуры. Существа двигались грациозно, почти невесомо, но в их глазах светилась сосредоточенная сила, разум и понимание, простирающиеся за пределы материального мира. «Смотри, они осознают нас», — выдохнул Саммерс. Существа, похоже, действительно видели их. Их взгляд был пронизывающим, почти все понимающим, как будто они видели глубже, чем физическое тело. Один из исследователей, явно потрясенный, сделал шаг назад, и в этот момент что-то странное произошло. Проекция мигнула и на секунду исчезла, а потом вернулась снова. Но теперь они видели не только образы, а что-то вроде эмоциональных волн, накатывающих прямо на них. Вся комната заполнилась чужими, но невероятно сильными чувствами, которые казались абсолютно реальными. Они ощущали любовь, благодарность, восторг, но одновременно и легкую тревогу, тоску, что-то похожее на прощание. «Это их память?» – прохрипел Саммерс. Его голос дрожал. Он ощутил чужую нежность, обращенную к незнакомым формам жизни, к этой загадочной земле, которую существа, должно быть, покидали навсегда. Чувства становились ярче, захлестывали каждого, кто находился в лаборатории, как если бы это был поток, стремящийся проникнуть в их сознание, разделить с ними важные моменты древней культуры. Войтович понял. Они стали носителями чужой памяти, носителями переживаний, столь древних, что на Земле их уже и забыли. Внеземные существа хотели, чтобы кто-то узнал о них, кто-то проникся их последними, живыми воспоминаниями, и артефакт исполнял свою функцию как нельзя лучше. Наконец, когда проекция исчезла, команда осталась стоять в тишине. Каждый был погружен в себя, ошеломленный тем, что только что пережил. Это были не просто образы или виртуальные картины. Это было проникновение, это была настоящая живая память, чужая жизнь, пропущенная через их сознание, оставившая глубокий след. Войтович первым пришел в себя. Он понимал, что они только начали постигать суть артефакта, что его назначение – дать доступ к эмоциям и воспоминаниям древней цивилизации. Но с каждым шагом он также понимал, что артефакт может быть опасен. Его воздействие на сознание было слишком мощным. Этот подарок древней культуры мог в конечном итоге стать ловушкой, которая, захватив воображение и чувства, могла поглотить всю личность, затмив разум. Это память, которая жива, — сказал Войтович, обводя взглядом сотрудников.
Возможно, это не просто послание, а своего рода капсула, сохраняющая опыт и чувства целой цивилизации. Они хотели, чтобы их помнили. Саммерс кивнул, но на его лице была заметна тень тревоги. «Мы должны быть осторожны», — тихо ответил он. «Чем больше мы настраиваемся на эти воспоминания, тем сильнее ощущаем себя частью этого мира. Чувства, которые мы только что испытали. Они могут захватить нас, если мы позволим». Войтович знал, что это был только первый опыт, и что их исследования должны быть предельно осторожными. Впереди их ждали еще более глубокие и сложные открытия. Но что бы ни скрывалось в этом артефакте, теперь они были готовы узнать правду. Прошло несколько дней с момента первой активации артефакта, но эффект от увиденного не исчезал. Каждый из участников экспедиции ощущал последствия, неуловимые изменения в восприятии, чувство связи с тем, что они видели. На собраниях, когда Войтович обсуждал с сотрудниками дальнейший ход исследований, каждый раз кто-то начинал говорить о странных, возвышенных чувствах, будто они сами присутствовали в том далеком, незнакомом мире. Лаборатория была окружена дополнительными мерами безопасности, и только Войтович, Саммерс и несколько доверенных ученых имели доступ к артефакту. После долгих размышлений Войтович решил провести еще один эксперимент, на этот раз более углубленный, чтобы понять, что таилось за этими видениями. Он решил использовать специализированные биосенсоры, способные фиксировать даже малейшие изменения в мозговой активности, и проверить, влияет ли артефакт на подсознание. Это была важная проверка, так как все сильнее утверждалась мысль, что устройство, возможно, проецирует не только изображение, но и частичное сознание древней расы. Если мы сможем найти способ управлять проекциями, то сможем безопаснее погружаться в их мир», — сказал Войтович перед активацией. Он стоял перед командой, собранной в лаборатории, и даже в его глазах читалась смесь волнения и тревоги. «Но на этот раз мы пойдем глубже. Кто знает, что нас ждет?» Саммерс кивнул, ободряюще взглянув на коллег. Все понимали, что здесь они стоят перед неизведанным. Что-то подсказывало Саммерсу. Этот эксперимент будет особенным и, возможно, ответит на вопрос о том, каково было существовать в этой цивилизации, так давно оставившей Землю. Когда Войтович включил аппаратуру и активировал сферу, помещение погрузилось в мерцающий свет. Артефакт, реагируя на их приближение, начал слегка вибрировать, и на его поверхности вновь засияли те самые темно-синие и зеленые узоры, образуя сложный, почти живой орнамент. И снова из центра устройства вырвался поток света, озаряя лабораторию призрачным свечением. Проекция началась с неожиданного. Перед ними развернулась сцена, в которой были изображены колоссальные башни и огромные прозрачные купола, раскинувшиеся на планете, чье небо переливалось зелеными и пурпурными оттенками. Существа, высокие и грациозные, плавно двигались по широким проспектам, которые, казалось, были созданы из металлов и кристаллов одновременно. Но на этот раз картина оживала сильнее. Это было больше, чем проекция. Все, кто стоял в комнате, ощущали, что становятся частью этого мира. Саммерс почувствовал легкое головокружение, словно его собственное восприятие смешивалось с чужими воспоминаниями. Он инстинктивно закрыл глаза, но это не помогло. Образы были настолько реалистичны, что их нельзя было просто выключить. Он ощущал, как его сознание соединяется с этим миром. На него навалилась чужая тревога. Глубокое чувство тревоги, смешанное с осознанием неизбежной потери. «Они знают, что что-то происходит», — проговорил Саммерс, словно пытаясь передать словами ощущение, которое возникало в глубине его души. «Они боятся. Этот мир, он разрушится». Войтович ощутил похожие чувства. Он чувствовал печаль и непередаваемую тоску. Словно сам был частью этой древней цивилизации, которая жила, процветала, но теперь готовилась к чему-то страшному. Он понял, что существа знали. Их мир обречен. И артефакт, возможно, был их последним способом сохранить память о себе, передать опыт и эмоции, которые были столь важны для них. Существа в проекции продолжали двигаться, и все стало отчетливее. В их мире наступала ночь. Они собрались на огромной площади у основания одной из башен, и на лицах, полупрозрачных, едва различимых, читалась решимость, переплетенная с ужасом. Один из существ, более высокое, с длинными, почти плавающими конечностями, отделилась от группы, словно лидер, призывавший к прощанию.
Существо медленно подняло руку и посмотрело на звездное небо. В его движениях ощущалось все – сила, желание, боль. Это была искренняя надежда на то, что кто-то однажды их найдет, что их мир, их жизнь и культура не исчезнут без следа. В этот момент Войтович и Саммерс почувствовали, что они больше, чем исследователи. Они стали носителями этой чужой боли и надежды. Они знали, что их цивилизация не выживет. Прошептал Войтович, завороженный происходящим. Этот артефакт – их последняя память о себе, последняя попытка быть услышанными. Проекция замерла, и все присутствующие ощутили мощную волну грусти, словно само устройство наполняло их сознание чувством обреченности. В этот момент они поняли, что стали частью чего-то большего. Носителями утраченного мира, свидетелями древней цивилизации, которая стремилась выжить хотя бы в воспоминаниях других существ. Когда свет артефакта погас, а проекция исчезла, все остались стоять, словно пробуждаясь от сна. Но странные ощущения, воспоминания и эмоции не исчезали. Наоборот, они углублялись, укоренялись в сознании, как что-то личное, родное, и вместе с этим возникала настороженность, как если бы они впустили в себя нечто чуждое, но важное. На следующий день у нескольких участников начались кошмары. Они видели сцены гибели чужого мира, слышали незнакомые голоса, звуки падающих конструкций, крики существ, раздираемые ужасом. Сон и явь смешивались. Один из исследователей признался Войтовичу, что чувствует нарастающую тревогу, словно его собственное сознание срослось с чужим, потеряв часть своей идентичности. Это как будто «я не просто человек», — тихо сказал он, не осмеливаясь встретить взгляд начальника. «Как будто во мне есть что-то большее, что-то, что не принадлежит этому миру». Войтович, пытаясь понять природу этих изменений, велел Саммерсу проследить за состоянием команды. Он знал, что артефакт с каждым днем оказывает все большее влияние, и начинал опасаться, что контакты с ним могут вызвать необратимые последствия. «Нам нужно прекратить контакт, по крайней мере временно», — сказал Саммерс в разговоре с Войтовичем. «Этот артефакт не просто устройство, передающее образы. Он меняет нас, меняет то, кем мы являемся. Ты сам знаешь, я это чувствую». Но Войтович, захваченный желанием узнать больше, колебался. Это их способ выжить, Саммерс. Если мы прекратим, возможно, мы никогда не узнаем правды. Они оставили нам послание, и наша задача – услышать его до конца. Саммерс видел в глазах Войтовича смесь решимости и усталости. Его напарник понимал, на какой риск они идут, но отступить было бы равносильно отказу от всего, к чему они стремились. Саммерс кивнул, хотя в глубине души чувствовал, что эта миссия стала для них чем-то большим. Не просто исследованием, но прямым соединением с чужим разумом. В ту ночь Войтович решился на последний сеанс, надеясь получить ответы на вопросы, что мучили его с тех пор, как они нашли артефакт. Включив оборудование и активировав артефакт, он остался один. Саммерс наблюдал из соседней комнаты, но даже на расстоянии ощущал странное давление, исходящее от сферы, которая вновь засветилась мягким светом. На этот раз Войтович не просто видел образы. Он почувствовал, как его сознание переплетается с памятью существа, что покидало родной мир. Он ощущал его холодное отчаяние и веру в спасение. Он понимал, что это был путь не от безысходности, а от надежды. Существо, чья память была передана через артефакт, решило сделать все, чтобы его культура жила, чтобы она была понята. Это чувство проникало в самое сердце, становясь для Войтовича личным. «Мы – хранители этого мира», – прошептал он, глядя на артефакт, как будто в ответ на его шепот перед ним возникло то самое существо, ставшее для него близким. В этот миг он почувствовал, что они нашли не просто артефакт. Они нашли бессмертную, живую память, которая сможет жить, пока есть те, кто ее носит. Прошло несколько дней с момента последнего сеанса Войтовича. Команда была охвачена тревогой и странными, необъяснимыми чувствами. Некоторые участники испытывали приступы беспокойства, другие – яркие и навязчивые видения. Периодические кошмары становились для них чем-то вроде путешествия в мир чужой цивилизации. Мир, который они ощущали все реальнее. Некоторые исследователи даже начали говорить о себе, как о хранителях памяти древнего мира, которого больше не существует. Один из ученых, Джеймс Хадсон, обратился к Войтовичу.
Слова, которые он произнес, звучали пугающе искренне. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я возвращаюсь туда, как будто этот мир оживает во мне. Джеймс обвел дрожащим взглядом комнату. Я ощущаю их радость и их боль. Это не просто воспоминания, Войтович, это как будто я сам становлюсь частью их истории. Войтович, тщательно слушая своего коллегу, осознал, что проблема куда более серьезная, чем он предполагал. Он чувствовал, что артефакт не просто передает информацию, но и постепенно меняет людей, настраивает их сознание на другую волну, другой тип восприятия. Это было не просто послание, это была эмоциональная инфекция, оставленная теми, кто надеялся, что их память найдет пристанище на Земле. Исследования не прекращались. Войтович снова собрал команду для обсуждения выводов и представил план – провести полный анализ устройства и выявить, как именно артефакт воздействует на их разум. Для этого Войтович решил сосредоточиться на анализе слабых электромагнитных полей, которые испускал артефакт. Эти поля были едва уловимыми, но могли бы объяснить, почему у всех исследователей возникали одинаковые видения, эмоции и даже такие яркие сны. Саммерс, наблюдая за анализом, вспомнил, как один из их сотрудников говорил о влиянии высоких частот на нейронные цепи. Он предложил попробовать изучить, не действует ли артефакт через определенные электромагнитные волны, возможно, специально запрограммированные для проникновения в человеческое сознание. Возможно, это намеренно заложено в структуру устройства, размышлял Саммерс, стоя рядом с Войтовичем у сканирующего оборудования. Что если это своего рода нейропроекционный маяк, не просто память, а система, которая оживляет эти воспоминания и передает их как сигнал прямо в наш мозг. Войтович слушал его, ощущая, как растет в нем внутреннее сопротивление. Он чувствовал, что Саммерс мог быть прав. Артефакт действительно не просто передавал информацию, он оживлял ее, создавая в каждом, кто к нему приближался, своего рода резонанс. Этот резонанс становился все сильнее по мере того, как они больше контактировали с устройством. Чтобы доказать это, Войтович приказал провести еще одну серию опытов, но на этот раз с применением защитных средств. Исследователи надели экранирующие шлемы, способные блокировать сигналы определенных частот, и приступили к тестированию артефакта. После включения устройства артефакт вновь активировался, и из него начала разливаться яркая световая проекция, как и прежде. На этот раз она была намного слабее, как если бы артефакт сам чувствовал изоляцию. Изображения были размытыми, и исследователи ощущали лишь отголоски чужих эмоций, но все равно чувствовали их влияние. Страх и тоска древних существ ощущались как глухое эхо, едва слышное и приглушенное, однако продолжали пробиваться через защиту. «Похоже, наше предположение подтверждается», — сказал Войтович, наблюдая за проекцией. «Защитные меры действительно снижают эффект артефакта, но, как видите, мы все равно ощущаем эти эмоции». Саммерс вздохнул и, сняв шлем, снова подошел к артефакту, не отрывая взгляда от сияющей сферы. Он ощутил глубокое, почти физическое влечение к ней, словно что-то внутри говорило ему, что нужно идти дальше, открыть еще больше тайн. Он знал, что это чувство навязчивое и чужое, но не мог подавить его. «Мне кажется, что устройство как-то зовет нас», — сказал он, пытаясь выразить свое состояние словами. «Оно словно специально настроено на то, чтобы завлекать нас в этот мир. Их память действительно жива, и чем дольше мы изучаем ее, тем сильнее эта память переплетается с нами». Войтович задумался над словами напарника. Он понимал, что влияние артефакта не ограничивалось простыми проекциями. Оно меняло восприятие людей, как если бы сама память древних существ была запрограммирована на постепенное поглощение их сознания. В этот момент у него возникло пугающее осознание. Артефакт мог быть создан не только как память, но и как средство сохранения и распространения чужого разума. Саммерс, подчиняясь внутреннему импульсу, внезапно приблизился к артефакту и активировал его в ручном режиме, вводя один из командных кодов. Войтович был готов остановить его, но задержался на секунду. Он видел, что Саммерс действует не от безрассудства, а от чистой интуиции. Как только он нажал кнопку активации, артефакт вспыхнул ярче, чем когда-либо, заливая комнату потоком света. На этот раз проекция была куда мощнее и захватывающе реальной.
Все, кто находился в комнате, ощутили, как их тела будто теряют физическую оболочку, превращаясь в сгустки света, способные двигаться по чужому миру. Они словно покинули лабораторию и оказались на чужой планете. Перед их взором простиралась огромная долина, усыпанная серебряными деревьями и тянущимися к горизонту кристаллическими горами. Зеленое, переливающееся небо освещало долину, которая выглядела так, будто была создана не природой, а разумом. На этом свете двигались те самые существа, что они видели ранее. Высокие, почти полупрозрачные фигуры. Их движения были изящными, но в каждом шаге чувствовалась тяжесть, будто бы каждый из них нес внутри груз воспоминаний, которые не должны исчезнуть. Их глаза, наполненные светом, устремлялись к далеким небесам. «Они знают, что мы здесь», – прошептал Саммерс, понимая, что существа не просто проецируются перед ними, но чувствуют их присутствие. Одно из существ, как и в прошлых проекциях, остановилось перед командой, и его светящийся взор замер на Войтовиче, как будто в попытке передать что-то. И тогда все они, Войтович, Саммерс и остальные, ощутили последнюю эмоцию, самую сильную и непередаваемую. Это была надежда. Надежда, что кто-то будет помнить их. Надежда, что они не исчезнут навсегда, что их жизнь не будет забыта. Этот момент был так ярко отпечатан в их сознании, что когда проекция погасла, никто не мог пошевелиться. Эмоция была глубже, чем можно было описать словами. Это было не просто знание, а будто бы они стали частью памяти, укорененной в их собственных чувствах. Проекция исчезла, оставив лабораторию в густой тишине. Все стояли, не двигаясь, и даже не отводя взгляда от теперь уже потухшего артефакта. Войтович ощущал нарастающее беспокойство. Теперь он был уверен, что артефакт намеренно проникает в их сознание, переписывая их чувства, их восприятие и, возможно, даже их самих. «Мы должны быть осторожны», — наконец сказал он, нарушая молчание. «Артефакт не просто показывает нам чужой мир. Он стремится жить в нас. Это не просто память, это живой разум». Он осознал, что древняя цивилизация, возможно, оставила этот артефакт не только как послание, но как способ сохранить себя. Возможно, их культура была сохранена в форме эмоционального вируса, который должен был найти своего носителя, чтобы ожить снова. Войтович теперь знал, что этот артефакт был и невероятным сокровищем, и опасностью. Прошло несколько дней, но напряжение в отделе Войтовича только усиливалось. Каждый, кто работал с артефактом, продолжал ощущать его влияние. Кошмары становились ярче, а некоторые сотрудники начали вести себя странно, говоря о себе так, будто они были древними существами, чья память запечатлена в устройстве. Войтович понимал, что они балансируют на грани. Артефакт вытягивал их в чужой мир, наполняя их сознание и чувствами, которые казались слишком реальными. Сомнения охватывали всех, но самое странное заключалось в том, что эти чувства были приятными. Казалось, что древняя цивилизация не просто завлекала их, а предлагала что-то гораздо большее. Войтович понимал, что артефакт нельзя оставлять в лаборатории. Его воздействие становилось все сильнее, и уже были те, кто не мог справиться с этим эмоциональным погружением. Он принял решение отключить устройство окончательно. Но прежде чем это сделать, он и Саммерс решили провести последний сеанс. Их захлестнуло желание понять, почему древние существа оставили этот артефакт и для чего он был предназначен на самом деле. Последний запуск артефакта Саммерс и Войтович вошли в лабораторию. Остальные сотрудники остались за стеклянной стеной, наблюдая, как они готовятся к последнему сеансу. Артефакт, казалось, ждал их. Его поверхность едва заметно мерцала, излучая тихое, завораживающее свечение. Войтович надел защитный шлем и активировал оборудование, сосредоточенно вводя параметры запуска. Как только он ввел финальный код, артефакт мгновенно активировался, и из него вырвался яркий свет, озаривший все помещение. Проекция возникла сразу, но на этот раз образы были более сложными и яркими, чем когда-либо. Они не просто видели чужой мир, казалось, что их сознание перемещается в него целиком. Все вокруг исчезло, и перед ними открылось пространство древней планеты, которую, должно быть, эти существа когда-то называли своим домом. Они стояли среди гигантских прозрачных башен, на бесконечном поле, усеянном сверкающими кристаллами, окруженные величественными существами, которые шли им навстречу.
Эти существа двигались медленно. Их полупрозрачные фигуры будто колебались на ветру, но их взгляды были полны осознанности, сосредоточенности и безмолвной просьбы. Все они смотрели на Войтовича и Саммерса как на кого-то, кто им был жизненно необходим. «Ты чувствуешь это?» — тихо спросил Саммерс, ощущая, как в его сердце зреет что-то тревожное и волнующее. Войтович кивнул, не отрывая глаз от существ. В этот момент он понял, что это не просто проекция. Это была память, но не статическая, а живое воспоминание, которое теперь искало себе новый дом. Эти существа знали, что они делают. Знали, что когда-то они смогут ожить через тех, кто прикоснется к артефакту. И тогда одно из существ, выше остальных, с блестящими переливающимися глазами, сквозь которые можно было видеть звезды, шагнуло вперед, приблизившись к ним. Оно смотрело прямо на Войтовича, и тот ощутил, как его собственное сознание начало сливаться с чужим, как будто кто-то перешагнул грань, отделяющую его от собственного «я». «Мы, вечная память, вымажь наш путь». Донесся голос прямо в сознание Войтовича. Это был не просто звук, а будто поток мыслей, плавно переходящих от одного к другому. Он не слышал слова, он ощущал их. «Что вы хотите?» — мысленно спросил Войтович. В его сердце росло чувство почти религиозного трепета. «Зачем мы вам? Мы потеряли свой мир, но память о нем живет. Через вас мы сможем быть», — ответило существо, и его светящиеся глаза пронзили Войтовича. «Помните нас. Ощутите нас, и вы станете нашими. Навсегда». Войтович осознал, что артефакт был создан как сосуд для сохранения разума целой цивилизации. Это была не просто память, это был живой разум, который ожидал подходящих носителей, чтобы ожить вновь, распространиться через сознание других. Поняв это, Войтович охватил холодный ужас, и он бросился отключать устройство. Но в тот же миг фигура, стоящая перед ним, подняла руку, и свет усилился, ослепляющий, сверкающий, словно тысячи звезд вспыхнули разом. Проекция исчезла, свет погас, и лаборатория погрузилась в темноту. Войтович, тяжело дыша, отступил на шаг, словно пробуждаясь от кошмара. Саммерс, глядя на него, еле сдерживался, чувствуя смешанные эмоции, от волнения до страха. «Ты понял, что они хотят?» – прохрипел Саммерс. Его голос дрожал. Войтович кивнул, не сразу найдя нужные слова. «Они хотят существовать через нас. Они хотели, чтобы мы стали их носителями. Это не просто память. Это сознание, которое должно жить в нас. Они хотели, чтобы мы были их продолжением». Саммерс замер. Истина была невыносимой. Артефакт был не просто хранилищем. Он был ловушкой, созданной, чтобы переписать, завладеть сознанием тех, кто его откроет. Теперь было понятно, что все их видения и эмоции – это не просто память, а целенаправленная манипуляция, медленное и методичное внедрение чужого разума в человеческую личность. Существо передало им только часть сознания, оставив на Земле файл для его переноса. Они вышли из лаборатории, не обменявшись ни словом. Войтович ощутил, как что-то странное мелькнуло в его сознании, словно мысль, которой там раньше не было. Едва заметное ощущение теплого ветра, запаха металла, странного пейзажа, проступившего перед ним в сознании. Он встряхнул головой, пытаясь изгнать это чувство, но оно осталось, прочно укрепившись в глубине его разума. Они дошли до выхода, и Саммерс вдруг схватил Войтовича за плечо. «Ты чувствуешь это?» — тихо спросил он, едва сдерживая панику. «Оно в нас. Оно осталось...» Войтович ощутил, как его сознание заполнилось волной непрошенных мыслей, как будто он видел картину глазами другого существа, и это видение с каждым мгновением становилось реальнее. Он вдруг понял, что он все еще подключен к ним. Артефакт не просто проецировал воспоминания, он был интерфейсом, который соединил его разум с чужим миром. И теперь это соединение было постоянным. «Мы — их продолжение, Саммерс», — прошептал Войтович, охваченный ужасом. «Нас теперь не двое, мы их носители. Они ожили в нас». Они стояли, чувствуя, как в их сознании, глубоко внутри, все еще пульсировала память далекой цивилизации. Эта память стала их частью, изменила их, и теперь они оба знали, что будут помнить и ощущать этот чужой мир, пока живы.
Они вышли из лаборатории, но каждый знал, что в их сознании теперь присутствует нечто чужое и древнее. Они навсегда останутся хранителями, а может и последними посланниками утраченной цивилизации.